Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Человек и здоровье. Сегодня мы поговорим о таком растении, как толстянка. Расскажу, как растение может повлиять на нас и кому противопоказана толстянка. Обо всем этом вы узнаете в этом видео. Так что устраивайтесь поудобнее, подпишитесь на канал, если не подписаны, и ставьте палец вверх. Приятного просмотра! У многих из нас дома есть денежное дерево, а у кого-то даже несколько. Однако люди часто представить не могут, как это растение действует на нас. До некоторого времени я тоже не знал об интересных свойствах денежного дерева. Однако недавно друг открыл мне глаза, рассказав о его полезных качествах, подсказав пару действенных способов его применения. Но важно понимать, что, как и с любыми другими продуктами, не всегда так гладко, как может показаться на первый взгляд. У денежного дерева есть и вредные свойства, с которыми я поделюсь к концу ролика. Применение денежного дерева при разных заболеваниях. Денежное дерево, его также называют толстянкой, применяют в народной медицине. Зачастую в лечебных целях используется его сок, который выдавливают из свежих собранных листочков. Также для этого можно употреблять и саму листву. Листья денежного дерева в составе лечебных рецептов оказывают благоприятное воздействие на состояние пищеварительной системы, на все органы желудочно-кишечного тракта. Растение содержит множество полезных веществ, витаминов, флавоноидов, что позволяет его использовать для лечения разных недугов. В народной медицине толстянка используется достаточно широко. С его помощью можно вылечить различные болезни, улучшить внешний вид. Например, сок растения помогает избавиться от лишнего веса, активно борется с варикозом на ногах, с прыщами, угрями и другими воспалениями. Для этого достаточно протирать проблемные области лица свежим соком денежного дерева и готовить компрессы. Кроме того, толстянку рекомендуется ставить возле рабочего места или в спальне, так как она способствует очищению воздуха и снимает стресс. При лечении с помощью денежного дерева необходимо правильно его использовать и строго соблюдать рекомендованные пропорции в процессе приготовления лечебных средств. При заболеваниях почек. При воспалительных процессах в почках можно использовать отвар из листьев толстянки. 1 чайную ложку измельченных листьев необходимо залить стаканом крутого кипятка и перемешать. Емкость с микроингредиентами поставить на водяную баню. Выдерживать 15 минут на медленном огне. Далее средство необходимо снять с плиты и настаивать 1-2 часа. Готовый настой применяют по 1 столовой ложке 3 раза в день за 15 минут до еды. Курс лечения 10 дней. После необходимо сделать перерыв на 1-2 недели и снова повторить лечение при ушибах и болях поясницы. В этом случае используется спиртовая настойка. Необходимо взять полулитровую банку, натреть, заполнить ее листьями и ветками денежного дерева, предварительно измельченными. Далее ингредиенты необходимо доверху залить спиртом или крепкой качественной водкой и настаивать в темном месте 3-4 недели. Готовые средства применяют в качестве растирки и компрессов. Хранить настой можно в холодильнике. При болях в суставах. Для терапии необходимо приготовить свежую кашицу из листочков и веточек денежного дерева. Прикладывать его на больной сустав, закрепив с помощью марли. Компресс держать всю ночь. Утром больное место надо промыть теплой водой и смазать кремом. В большинстве случаев болевые ощущения уменьшаются уже после первого применения средства. Процедуру проводят каждый вечер до полного исчезновения боли. При растяжениях и ушибах нужно смочить бинт или марлю с свежевыжатым соком листьев толстянки, приложить к проблемному месту, сверху наложить пленку и зафиксировать компресс с помощью бинта. Повязку нужно менять несколько раз в день. При заболеваниях мочеполовой системы. Эффективно справиться с воспалительными и инфекционными процессами мочеполовой системы помогает настой на основе денежного дерева. Средство часто используют при лечении цистита, при нарушении мочеиспускания, мочекаменной болезни и других недугах. Подготовьте 5-7 листочков денежного дерева, залейте 150 мл крутого кипятка, накройте емкость крышкой, плотно укутайте теплым полотенцем или пледом и
настаивайте в теплом месте час-полтора. Полученный настой надо процедить через марлю, хранить его можно в холодильнике. Готовые средства применяют по 1 столовой ложке натощак 2 раза в день, утром и вечером за час до еды. Длительность курса 1,5 недели. Если его уменьшить, результата может не быть. Увеличивать длительность приема средства тоже нежелательно. Это может привести к развитию других проблем со здоровьем. При герпесе помойте листочки денежного дерева под проточной водой, отожмите сок и каждые полчаса смазывайте пораженную область. Также соком можно пропитывать ватный диск или тампон, приложить к герпесу и закрепить с помощью медицинского пластыря. Компресс меняет после полного всасывания лечебного сока. Для удобства можно смазывать ранку свежими листьями. Если процедуру проводить в начальной стадии развития заболевания, то появление нежелательных высыпаний можно вовсе избежать. Однако при использовании сока важно следить, чтобы он не попал на слизистую оболочку ротовой полости. При заболеваниях горла. Денежное дерево обладает мощным противовоспалительным свойством, поэтому эффективно его применять при ангине, танзелите, фарингите. Чтобы снять воспаление с горла и миндалин, необходимо развести небольшое количество свежевыжатого сока с дистиллированной водой. Также можно просто жевать листья толстянки. Достаточно взять треть листочка, предварительно их необходимо тщательно промыть под проточной водой. Важно не глотать. После использования средства рот нужно промыть теплой водой. Также для лечения горла эффективен будет настой на основе денежного дерева. Подготовьте 10 листочков растения, отожмите сок. Смешайте со стаканом теплой кипяченой воды. Полученным раствором полоскайте ротовую полость как минимум 3 раза в день. При насморке. Чтобы избавиться от насморка, нужно подготовить свежий сок из 1 листочка денежного дерева. Его необходимо развести с кипяченой водой в равных пропорциях. С помощью пипетки закапать по 1 капле в каждую ноздрю. Если насморк наблюдается не первый день и облегчения не наступают, рекомендуется сделать промывание носа специальным раствором. Сок 10 листьев толстянки необходимо отжать и добавить 150 мл очищенной воды. Промывание носовых пазух таким раствором проводят 3 раза в день. При грибковой инфекции. Денежное дерево помогает при поражении ногтей рук и ног грибком. Рецепт 1. На предварительно размягченный ноготь со срезанными мертвыми частями необходимо накладывать листок денежного дерева, с поверхности которого предварительно снимается верхняя тонкая пленка. Растение следует закрепить с помощью бинта или лейкопластыря и оставить на ночь. Рецепт 2. Несколько листочков денежного дерева промойте под проточной водой. Измельчите до состояния кашицы. К ней добавьте небольшое количество кунжутного масла и приложите полученную смесь к очагу заболевания. Пораженную область оберните слоем марли. Закрепите компресс с помощью пищевой пленки. Повязку нужно носить как минимум 6-7 часов. Лучше оставить на ночь. При нарывах. При нарывах, ссадинах, синяках, легких ожогов свежий сок листьев денежного дерева нужно нанести в 2 слоя марли и приложить к больному месту. Марлю необходимо менять каждые 4 часа. Вред и противопоказания. Кроме полезных и лечебных свойств, денежное дерево имеет и свои недостатки. Главный минус в том, что растение содержит небольшую дозу мышьяка. При применении любых рецептов на основе денежного дерева необходимо строго соблюдать рекомендуемые дозировки и не превышать их. Даже если готовое средство не оказывает должного эффекта, ни в коем случае не следует самостоятельно увеличивать дозу или частоту приема, иначе это может привести к негативным последствиям. Ограничить применение средств на основе денежного дерева следует при наличии следующих проблем со здоровьем: нарушение сознания, повышенная температура тела, диарея, рвота и при индивидуальной непереносимости и аллергии. Также не рекомендуется применять такие средства беременным, кормящим мам и детям до 16 лет. Берегите себя и будьте здоровы! Друзья, на этом все. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!